Пап, я хочу стать футболистом. С настоящими стейками из мяса индейки Инди Лайт вы всегда остаетесь на лайте. А знаешь, любишь — делай. Главное, ешь давай. Инди Лайт. Делай, что любишь. Друзья, здравствуйте! Сегодня финальный выпуск нашего большого цикла о Второй мировой войне. Капитуляция Японии. Прежде чем мы начнем наш сегодняшний разговор, я хочу вам напомнить о том, что алгоритмы Ютуба изменились. Поэтому чем больше лайков вы поставите этому видео, чем больше комментариев вы напишите, тем больше людей этот урок истории увидит. Поэтому хочу вам сказать спасибо за вашу активность и призываю вас активничать и дальше. Собственно, к теме выпуска. В нашей стране, в моем детстве, я думаю, что и в детстве многих других поколений, в общем, 9 мая 1945 года – это конец Великой Отечественной, а значит и Второй мировой войны, потому что все, взяли Берлин, победили Гитлера, капитулировали союзники Гитлера в Европе, а значит, войне конец. И глобально, конечно, так оно и было. Самую большую армию неприятеля разбили, захватили столицу Германии, и, конечно, нашего стратегического врага советская армия победила. Но мы же помним, во время этого цикла мы все время говорим и о втором направлении, о втором большом фронте боевых действий. Это Тихоокеанский фронт, где американцы и немножко англичане воюют с японцами. Так вот, Япония-то в мае 1945 года вообще ни разу не капитулировала. И война там шла. Она не шла на территории Японии, она шла на Филиппинах, она шла на острове Окинава. Кровопролитнейшая битва. Я рассказывал о ней в нашем майском выпуске. Но Япония не капитулировала и сопротивлялась до конца. И сопротивление это было ожесточенным. Собственно, вопрос войны с Японией обсуждался на Потсдамской конференции. Это была третья и последняя конференция союзных держав. Тегеран, Ялта, Потсдам. Так вот, в Потсдаме собрались союзники. Глава Советского Союза Сталин, президент Америки Труман и премьер-министр пока еще, это важно, пока еще премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который уже приехал со своим возможным будущим сменщиком Этли. Это кандидат от партии лейбористов. Черчилль понимал, что он, скорее всего, выборы в парламенте в английском проиграет. Мы сейчас не будем вдаваться во внутреннюю политику Великобритании, просто давайте поговорим о мотивах. 17 июля стартовала конференция, много вопросов на ней обсуждалось. Судьба Польши, Организация Объединенных Наций, будущее переустройство Европы, судьба Германии. Нас сегодня интересует вопрос Японии, которая не капитулировала. И американская позиция заключалась в том, чтобы как можно быстрее Сталин начал войну с Японией. Надо сказать, что даты Потсдамской конференции несколько раз переигрывались. Тому есть причины. Черчилль торопился, потому что он параллельно ввел выборы в Великобритании, которые он, очевидно, проигрывал. Поэтому он начал конференцию премьер-министром, а заканчивал Потсдамскую конференцию уже Этли. Труман выжидал начала конференции, потому что накануне начала Потсдамской конференции в Америке произвели первые испытания атомной бомбы. Мы несколько раз о нем рассказывали в выпуске про Розенбергов, в выпуске про атомный век. И, собственно говоря, в этом выпуске это тоже очень важно, потому что демонстрация этого атомного оружия, она была, конечно, не для японцев или не только для японцев, которые еще сражались, она была для Сталина, чтобы сказать, посмотрите, какая у нас дубинка есть. И Сталин, по всем воспоминаниям, никак не отреагировал. Сначала была версия, что он не понял, о чем ему рассказывают, но вторая версия, разведка-то ему уже все доложила, и он знал, что у американцев есть бомбы. Но в любом случае, вы спросите, а зачем вообще советская армия американцам понадобилась? А они столько лет уже воюют с японцами. Они разгромили японский флот, они уже взяли Филиппины, они высадились на Окинаву, и вот они уже планируют операцию вторжения на японские острова. Давайте посмотрим на диспозицию.
Где находятся японские войска и где находятся американские войска? Значит, японская армия еще частично находится на Филиппинах. Японская армия находится, безусловно, на территории Японии. И большая армия, Квантунская армия, находится на современной территории Китая, в Манчжурии. И, собственно говоря, это как раз граница с Советским Приморьем. И часть все эти очень боеспособные. Японцы пытаются отбиваться с помощью камикадзе, и американцы планируют операцию Downfall, операцию вторжения в Японию. Значит, физически американцы находятся на Марианских островах, на Окинаве, на Ивадзиме и на Филиппинах. А оттуда они готовятся к прыжку на японские острова. И Труману рассказывают, что мы на Ивадзиме понесли чудовищные потери, а Ивадзима, японские острова в несколько раз больше. Значит, вот мы планируем там высаживать 2 десанта. Первый на Кюсю, ноябрь 1945 года, затем на Хансю, это март 1946 года. Планируемые потери несколько сотен тысяч, возможно, миллионы с 2 сторон. И потери американские будут чудовищны. Японцы будут биться за каждый дом, за каждую улицу. И ничего мы с этим сделать не можем. И тогда возникает идея: давайте напугаем японцев и применим атомное оружие. У нас есть отдельный выпуск про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Если вы не видели его, посмотрите его, пожалуйста. Вслед за периодом окончания Второй мировой следует важный исторический этап – начало космической гонки между крупнейшими державами. Освоение космоса бесспорно вдохновило целое поколение исследователей и, конечно, мечтателей. Глядя на звезды, кажется, что какими бы невероятными ни были мечты, они осуществимы. И это действительно так. С практической точки зрения, для исполнения мечты можно опираться на точные инструменты и надежные решения. Отличный вариант – накопительное страхование, которое помогает не только сохранить, но и приумножить капитал. Программы «Формула жизни» и «Почетный резерв» от Сберстрахования жизни предлагают возможность зафиксировать привлекательную ставку доходности для накоплений и обеспечить им юридическую защиту. А до конца сентября у вас есть уникальная возможность выиграть эксклюзивный тур на Байконур, чтобы увидеть запуск ракеты своими глазами. Для этого достаточно оформить программу накопительного страхования жизни. Акции действуют и для новых, и для действующих клиентов Сбер Первого. И главное, зарегистрировать договор на сайте акции до 30 сентября. Всего будет разыграно 10 эксклюзивных туров, и каждый из них – это шанс стать частью незабываемого события уже с 23 по 28 ноября 2025 года. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас за всеми подробностями. Космос ближе, чем кажется. Пока решение о бомбе Труман не принял, мы не можем знать, принял он его 17 июля или не принял, оно, давайте так, обсуждается. Но американцы понимают, что без самой боеспособной армии на континенте, без советской армии, ничего не произойдет. Договоренность такая со Сталином существует. Интересный момент. Мы все время говорим о Втором фронте, что Сталин просил союзников открыть Второй фронт. Интересно заметить вот что. Рузвельт, который уже умер к моменту Потсдамской конференции, в 1941 году просил Сталина открыть Второй фронт после бомбардировки Перл-Харбора, чтобы советские войска, а мы всю войну держали большую группировку в Приморье, несмотря на то, что у нас был договор о ненападении с японцами. Так вот, Рузвельт просил Сталина, начать войну с Японией. Сталин все эти предложения отклонил, справедливо замечая о том, что у нас тут вообще-то, гитлеровские войска в Советском Союзе, и это для нас принципиальный фронт. Но, повторюсь, мы значительные силы там держали, танков в Приморье было в декабре 1941 года больше, чем под Москвой, потому что не перебрасывали резервы, ожидали, что японцы могут на нас напасть. Знала разведка, что японцы готовили, несмотря на договор о мире, японцы готовили план вторжения в августе 1941 года. Так вот, американцы понимают, что чудовищные потери, и надо, конечно, чтобы русские начали войну Вторым фронтом, тогда японцы сдадутся. Сталин на себя такие обязательства взял.
И, собственно говоря, на Потсдамской конференции эти обязательства были подтверждены. Сталин сказал: да, мы открываем фронт боевых действий, мы начинаем войну с Квантунской армией, с японскими вооруженными силами. Вот такой был итог Потсдамской конференции. Итог, конечно, был гораздо более широкий, но в нашей сегодняшней программе нам интересна тема Японии. Ну, давайте еще немножечко поговорим о том, какие отношения были у Японии и Советского Союза в этот момент. Действует договор о ненападении, который был подписан еще до начала Великой Отечественной войны, пятилетний договор, который должен быть продлен или не продлен. И вот, собственно, Молотов вызывает посла Японии в Кремль и говорит ему: дорогой посол Японии, мы с вами будем в состоянии войны с 9 августа, мы договор этот не продлеваем, потому что он бессмысленный. Там же в этом договоре написано, что мы не участвуем в военных союзах друг против друга, а вы союзник Германии, которая вела с нами войну, мы союзник американцев, которые ведут с вами войну. Поэтому договор, в общем, это бессмысленный, вот вам нота. И японский посол отправляет эту ноту в Токио премьер-министру Японии и императору Хирохито. И дальше Советский Союз начинает кампанию. Давайте посмотрим, это же очень интересный тайминг, как это происходило. Значит, 16 июля 1945 года Соединенные Штаты Америки проводят испытания атомной бомбы. На следующий день начинается Потсдамская конференция. 26 июля Черчилль уходит в отставку. 26 июля в этот же день принимается Потсдамская конференция, и 2 августа Потсдамская конференция заканчивается. Через 4 дня, 6 августа, американцы бомбардируют Хиросиму. Сбрасывают атомную бомбу на Хиросиму. Еще раз, выпуск об этом у нас есть на канале. Японцы не капитулируют. Никаких заявлений не делает император Хирохито, кроме того, что мы скорбим о наших погибших, несчастные, ни в чем не повинные мирные жители. 8 августа Советский Союз объявил войну Японии. 9 августа происходит вторая атомная бомбардировка, бомба летит на Нагасаки. И 9 же августа Советский Союз начинает Маньчжурскую операцию. Это Даша, и сегодня она планирует ничего не планировать. Она знает, что сын пришел домой, муж в спортзале, а подруга уже рядом, и можно никуда не торопиться. Видеть, кто где в городе, повод открыть 2 ГИС. Маньчжурская операция в нашей историографии, в советской, вообще незаслуженно мало внимания получает. А ведь это, если говорить языком той войны, совершенно блестящий, настоящий блицкриг. Квантунская армия на континенте – это самые боеспособные японские силы. Там, по разным оценкам, на секундочку, от 700 до 1 300 000 человек. Танки, артиллерия, авиация. И вот эта блестящая армия, имеющая опыт военных действий, не просто разбита. Она капитулирует, и там 600 000 пленных меньше, чем за 2 недели. То есть вот это настоящий блицкриг, который продемонстрировала советская военная машина. Как это произошло? Маньчжурская операция, посмотрите на карту, где располагались японские войска. Вот они располагаются в Маньчжурии, это современная территория Китайской Народной Республики. С 3 сторон осуществляется вторжение. С территории Приморья, с территории Монголии и еще один вспомогательный удар. Как мы видим, театр военных действий очень неудобный. На одном фланге Малый Хинган, это гористое место, на другом фланге Большой Хинган, это горы и предгорья, и пустыня Гоби, через которую надо маршем ломануться вместе с танками, вместе с живой силой и техникой и нанести удар японцам. У японцев очень хорошие укрепрайоны. Как я вам уже сказал, там большое количество хорошо вооруженных и имеющих боевой опыт японских солдат. Руководит Маньчжурской операцией маршал Василевский. Туда его отправляет Сталин. Василевский, несмотря на то, что имеет части, стоявшие всю войну на Дальнем Востоке,
он настаивает на том, чтобы были с Западного фронта переброшены боевые части. В первую очередь те, у которых есть боевой опыт в таких районах, как Карпаты, гористая часть Австрии, гористая часть Венгрии. Как раз вот эти вот Хинганские горы. Для того, чтобы там воевали люди, которые уже этот опыт имеют. 9 августа 1945 года начинается Маньчжурская операция. Очень быстро заходят на вражескую территорию советские войска. Ну, во-первых, значит, удар через пустыню Гоби японцы не ожидали вообще, потому что по военной доктрине, по выкладке разведки и вообще по описаниям живых людей это было сделать совершенно невозможно, чтобы в пустыне маршем 400 километров прошла армия. Не предполагалось, что вообще живые люди будут это делать. Советская армия это сделала и обрушилась буквально на японцев как снег на голову. Причем настолько высокие были темпы продвижения по двум направлениям. На каждом из направлений советская армия на 4-й день наступления прошла, по-моему, 450, от 400 до 450 километров. Это может с ума сойти. То есть это же не на велосипедах люди ехали, не на машинах в увеселительную прогулку. Это люди шли, преодолевая сопротивление противника. Так вот, танки вынуждены были останавливаться и сутки ждать обозов, потому что у них кончалось горючее, и горючее танковым колоннам подбрасывали самолетами. Параллельно самолеты наносили удары по японцам на перевалах и в укрепрайонах. Наступление это началось без артиллерийской подготовки, чтобы совсем уже достичь эффект внезапности. 9 числа началась Сингано-Мугденская операция, 9 числа началась Сунгарийская наступательная операция и 9 же Харбино-Гиринская наступательная операция. Вот они на карте 3 направления удара. Японцы в первые сутки потеряли всяческие коммуникации, потому что если вы еще раз на карту взглянете, они были отрезаны от поставок со стороны Кореи, со стороны японских островов, и они были рассечены. То есть генералы полностью потеряли контроль над войсками, отдельные гарнизоны оказывали упорное сопротивление, но вообще японцы были совершенно ошеломлены этим натиском, в общем, и сметены со своих позиций. В дополнение, когда Василевский понял, что японская армия на грани катастрофы, и сейчас начнется отступление, было решено не дать эвакуироваться генералитету и не дать вывести материальные ценности. Для этого японцев, опять же, посмотрите на карту, начали забрасывать десантами. 10 августа состоялся Сахалинский десант, 11 началась Южно-Сахалинская наступательная операция, и в порт Юки десантировали советские войска. 11 числа Фудзинский десант, 12 Росинский десант и 15 числа десант в порт Тора. Японцы, мало того, что они были деморализованы вот этим вот ошеломительным натиском советской армии, им еще в тыл набросали десантов, и десантники, в общем, не давали отступать, не давали эвакуировать технику, генералов и высший офицерский состав и архивы. И, в общем, дальше началась катастрофа, потому что японцы начали пачками сдаваться в плен. По итогам Маньчжурской операции Советский Союз получит 600-700 тысяч пленных. Никто этого не ожидал, что вот эта хваленая, как на подбор, Квантунская армия начнет пачками сдаваться. Ну и японцы этого не ожидали, их очень быстро разгромили. Стоит, конечно, подчеркнуть, что Япония в этот момент, японская армия сильно деморализована постоянными поражениями на Тихоокеанском фронте. Она не ожидала, что вот такая мощная советская машина и так быстро к ним приедет. И, конечно, атомные бомбардировки. Потому что у кого-то родные погибли, у кого-то знакомые, и вся Япония в состоянии траура. Такого оружия никто до этого не видел, никто не применял, и это все, конечно же, давит. Вот на фоне всех этих вещей Квантунская армия начинает капитулировать. Но понятно, что сдача в плен не массовая, она отдельная, потому что, давайте будем честны, у японцев очень высокая дисциплина, мы о ней попозже еще поговорим. И, конечно, вот этого массового бегства с фронта не наблюдается. 15 августа, после бомбардировок атомных, после ошеломительного натиска советской армии, император Японии Хирохита объявил о капитуляции. Я хочу вам зачитать эту речь, потому что она довольно много лицемерных моментов имеет.
Что же сказал император? «Я обращаюсь к моим законопослушным подданным после долгого размышления над событиями последних дней, складывающимися условиями в нашей стране, мы решили, внимание, стабилизировать ситуацию при помощи экстраординарной меры». Каков язык? Мы отдали нашему правительству приказ связаться с правительствами Соединенных Штатов, Великобритании, Китая и Советского Союза, чтобы сообщить им о том, что империя принимает условия совместной декларации. Это ультиматум, который Японии до этого выкатили. Достижение всеобщего процветания и счастья всех наций, как и безопасность и благосостояние моих подданных, является единственным моим обязательством перед великими предками нашей империи, сообщает нам император Хирохита. В самом деле, мы объявили войну Америке и Британии из нашего искреннего желания обеспечить защиту Японии и стабилизацию в Юго-Восточной Азии. Мы были далеки даже от мысли о нарушении суверенитета других государств или о территориальных захватах. Позвольте, скажете вы, а как же вторжение в Китай? А Филиппины? А Юго-Восточная Азия? А как вообще, почему, а Таиланд? А как вы там размещали японскую армию? Это что, разве не захват территории? Продолжаем. Но сейчас война длится уже 4 года. Несмотря на все усилия, приложенные каждым гражданином нашего Отечества, и самоотверженность всего 100-миллионного народа, никто не может гарантировать победы Японии в этой войне. Ну, мягко говоря. Более того, общие тенденции современного мира обернулись не в нашу пользу. Кроме того, противник начал использование нового оружия небывалой мощности. Эта смертоносная бомба причинила непоправимый ущерб нашей земле и унесла тысячи невинных жизней. Если мы продолжим борьбу, это приведет не только к полному уничтожению японской нации, но и даст старт искоренению всего человечества. В сложившейся ситуации мы обязаны спасти миллионы сограждан и оправдать себя перед святыми духами наших предков. Именно по этой причине мы отдали приказ о принятии всех положений совместной декларации. Мы выражаем свое сожаление всем союзным государствам, которые сотрудничали с Японской империей во время, внимание, освобождения Восточной Азии. От кого же освобождали Восточную Азию? Не от восточных ли азиатов? Мысли о солдатах и офицерах, павших на полях сражений и на боевом посту, о безвременно ушедших от нас и их осиротевших семьях наполняет болью наши сердца день и ночь. Наша первейшая обязанность – забота о пострадавших и раненых, тех, кто потерял свои дома и средства к существованию. Жизнь нашего государства будет полна тягот и лишений. Мы понимаем это, однако в сложившихся условиях нам выпала судьба пройти по тернистому пути к достижению великого мира для всех грядущих поколений. В этих условиях мы должны вынести невыносимое. Мы просим вас воздержаться от вспышек эмоций, которые могут вызвать ненужные раздоры, ввести других в заблуждение и привести к сумятице в мире. Объединим наши усилия во имя будущего. Будьте честными, крепите бодрость духа, трудитесь, чтобы возвысить славу императорского государства и идти в ногу с мировым прогрессом. Мягко говоря, неоднозначное обращение к нации, но тем не менее, это, друзья мои, капитуляция. Приказ о капитуляции достигает японской армии, где бы они ни находились. И Квантунская армия начинает капитулировать. Но на Курильских островах японцы то ли приказа не получили, то ли они не хотят сдаваться. В любом случае армия там находится боеспособная. Курильские острова по итогам Потсдамской конференции вместе с Сахалином Сталин потребовал вернуть Советскому Союзу как бывшие владения императорской России. И союзники на это согласились. И 18 августа начинается Курильская операция. На каждый из островов высаживается десант, и 25 августа десантом в порт Атамари история заканчивается. Курильская кампания заканчивается. Надо сказать, что японцы, в общем, ввели достаточно ожесточенное сопротивление во время Курильской операции. Но понятно, что силы были неравны, и понятно, что советская армия при поддержке флота блокировала любые возможности помощи армии, которая расположена на островах, любые возможности эвакуации. И с помощью бомбардировок и десантов с моря, в общем, острова все эти были захвачены. Здесь я хотел бы остановиться еще на одном символическом моменте. Для итогов советско-японской войны никакого значения он уже не имел, но имел большое символическое значение. 22 августа 1945 года советские войска десантировались
в город Далян. Что такое город Далян? Это Порт-Артур. Тот самый Порт-Артур, который героически защищался и который японцы взяли во время войны 1904-1905 годов. И с тех пор и Порт-Артур, и Сахалин, все это находилось под властью Японии. И, собственно говоря, вот теперь советская армия входила туда, на ту опорную базу русского флота, которую потеряла еще имперская Россия. Без сопротивления японцы сдались в Порт-Артуре. Советский Союз подписал договор еще не с Мао Цзэдуном, с Чан Кайши о совместном использовании Порт-Артура как военной базы на 30 лет. После того, как внутрикитайские разборки закончились и Мао Цзэдун победил Чан Кайши, Сталин предлагал передать Порт-Артур обратно китайцам. Но Мао опасался, что вывод советских войск из Манчжурии поставит под угрозу китайскую армию на северо-востоке страны. То есть он еще не был уверен в своих силах. Таким образом, советская армия вообще в Порт-Артуре оставалась до 1954 года. Только в 1954 году советские части выводятся из Порт-Артура, выводят свои коммуникации, и город передается Китаю. Но, повторюсь, в ситуации исторической, конечно, это было такое легендарное вхождение в город. Я не знаю, насколько это тогда воспринималось бойцами Красной Армии, но вот сейчас, с исторической точки зрения, конечно, понятно, что ведь еще и были живы люди, которые ту войну помнили 1905 года. Поэтому, конечно, символика в этом моменте была. Курильские острова полностью освобождены 1 сентября 1945 года. Японская армия там повсеместно сдается. 30 числа произошло еще одно важное событие. 30 августа, за 2 дня до 1 сентября, освобожден Гонконг. Гонконг, который был укрепленной крепостью, который вообще считал, что ни Гонконг, ни Сингапур Британия никогда не сдаст. И мы с вами говорили об этом в первых выпусках нашего цикла, что унизительно быстро сдались и там англичане. И вот англичане заходят в Гонконг. Они возвращают себе город. Сакаи Такаси, который был главой группировки в Гонконге, сдает оружие, подписывает капитуляцию. 27 августа 1946 года Сакаи Такаси был приговорен к смертной казни через расстрел. И 30 сентября 1946 года его расстреляли. Считается, что это, в общем, его обвинили в военных преступлениях, никаких прямых доказательств его вины найдено не было. Считается, что так британцы расквитали с ним за пощечину, которую им нанесли в Гонконге. 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури», который встал на якорь в Токийском заливе, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. В страну, на острова стали заходить американские войска, которые занимались, в общем, чем и занимались союзнические войска в Берлине, то есть оккупацией территории противника. Забавный факт: 4 сентября сдались последние немецкие войска. Сдались они на острове Шпицберген. Там находилась небольшая группа немцев, которые там метеорологическую станцию установили в конце 1944 года. И вот, значит, в сентябре 1945 приплыло малое китобойное судно, охотники на тюленей, на самом деле, приплыли норвежские, и немцы им сдались. Но это так, в качестве фан-факта. 5 сентября освобожден Сингапур. То есть как освобожден? Конечно, никакого сопротивления уже не было. Вице-адмирал Фукадоми и его помощники, значит, были доставлены на борт крейсера «Сассекс». И там, значит, с ними обсудили капитуляцию. Как обсудили? Просто дали документ, сказали: подпишите, пожалуйста, капитуляцию. Они подписали. Надо сказать, что японцы пытались организовать сопротивление, но поскольку уже был императорский указ о капитуляции, японцы в 18:00 4 сентября практически все сдались. Более 300 японских офицеров покончили с собой, просто чтобы не переживать этот позор. И дальше была опять сформирована британская администрация для управления Сингапуром. 9 сентября капитулируют остатки японских войск в Китае. Надо сказать, что это другая часть, это не маньчжурская операция, тоже была внушительная группировка, которая начала складывать оружие. Здесь что еще примечательно? Как мы помним из прежних уроков истории Второй мировой войны, когда японцы создали марионеточное государство Манчжоу-го,
им руководил свергнутый, руководили, конечно, японцы, а номинально руководил им свергнутый китайский император, последний император Пуи. Они его вернули и поставили в Манчжоу-Гоу. Ну, понятно, что после блистательной манчжурской операции японцы все поздавались в плен, и императора этого сдали. Сказали, да, и вот Пуи у нас еще. Он, конечно, тут сидел, в общем, чебурашкой более-менее, ну, как бы тоже его, значит, взяли в плен. Его судили в Пекине, и я с удивлением, я думал, что его расстреляли, казнили. Нет, надо сказать, что его судили в Пекине, и он прожил свою жизнь до конца, дожил своих лет в Пекине, никаких карательных мер к нему не применил. Вот такая удивительная судьба последнего императора Китая. 16 сентября состоялся парад победы советских, китайских и частично монгольских войск, которые тоже принимали участие в маньчжурской операции. В Харбине состоялся парад победы. Надо сказать, что китайский народ вообще был очень воодушевлен тем, что советская армия зашла, потому что действительно это была армия освободителей. Японцев китайцы ненавидели и ненавидят, надо сказать, потому что все факты, мы подробно же по ним проходились, и нанкинскую резню, и дома для утешений, и, безусловно, деятельность отряда 731, который на китайцах испытывал различные виды бактериологического оружия. Все китайцы до сих пор помнят. И, конечно, японцам они ничего не простили, и советскую армию они считали армией освободительной. Это с одной стороны. А с другой стороны, голод же начался. То, что, ну, как бы, все сожжено. Экономика разгромлена, и Советский Союз начал гуманитарную операцию по отгрузке хлеба, медикаментов, продуктов, в первую очередь в приграничные районы, потому что население натурально умирало от голода. Много вопросов возникает, почему 16 сентября парад, посвященный капитуляции и разгрому милитаристской Японии, как тогда это называлось, проведен в Харбине, а не в Москве. И, собственно, после этого вот началась эта тенденция, что, ну да, была еще война с Японией, конечно, ну, была, быстро победили, что там особо говорить о ней. Но на самом деле Сталин же очень прагматичный человек был. Был большой парад летом, да, 45-го года, посвященный победе над главным смертельным врагом гитлеровской Германии, со сбросом знамен и так далее и тому подобное. Это было выдающееся событие, выражаясь современным языком, огромный пиар-эффект. Ну, как бы второй раз что это повторять? Поэтому решили, что вот в театре военных действий, там на фронте дальневосточном лучше все это сделать. И сделали это в Харбине. А дальше начинаются уголовные процессы по типу Нюрнбергского процесса. Главный процесс — это токийский процесс, который начался 3 мая 1946 года и закончился 12 ноября 1948 года. Там японцев судили за то же, за что судили генералитет гитлеровской Германии, за военные преступления, за преступления против мирных жителей, за преступления против человечества и так далее и тому подобное. Но надо вам сказать, что в отличие от Нюрнбергского процесса, здесь, конечно, были, ну, такие нюансы, о которых вот сейчас, может, даже вслух говорить не очень прилично, потому что в Нюрнберге, мы же с вами тоже разбирали эту тему, мы поднимали вопрос того, что не все как бы гитлеровские преступники были одинаковыми преступниками. Например, Вернер фон Браун, ракетами которого забрасывали Лондон, его почему-то не судили, а вывезли в Америку, потому что ракетные технологии самим нужны. Дураков нет. Но это все-таки как-то очень подковерно было сделано. Помните, операция «Булавка» или операция «Скрепка», по-разному она называется, чтобы из Германии высасывать мозги. А здесь все это было, в общем, сделано без купюр. Ну, давайте начнем вообще с того, что кто предстал перед судом. Всего нашлось 29 обвиняемых. Муцуока, министр иностранных дел, и адмирал Нагано во время суда умерли от естественных причин. Сюмэй Акава, который был главным идеологом и пропагандистом во время японско-американской войны, вообще во время войны императорской Японии в Юго-Восточной Азии, он натурально сошел с ума во время процесса, и его как бы прямиком из зала суда повезли в психбольницу. Каноэ, премьер-министр в 1941 году, который был премьер-министром, покончил с собой накануне ареста, он принял яд. 7 обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение и повесили их 23 декабря 1948 года. Что же это были за люди? Казнены Кензи Дэйхара, генерал-лейтенант Кореи, Хейтара Кимура, генерал императорской армии Японии,
Хирота, бывший премьер-министр Японии. Итагаки, генерал, военный министр Японии. Мута, генерал-лейтенант. Тадзио, генерал, премьер-министр Японии. Казалось бы, все по делу. Внимание, вопрос задаст пытливый зритель. Подождите, но вы же нам, Сергей, говорили, что все свои приказы, все свои, значит, планы согласовывались премьер-министрами и генералитетом с императором Хирохито. Вот же вы сами нам говорили, что почему Япония не напала на Советский Союз. Танков не хватало, был тяжелый фронт военных действий и была конкуренция между армией и флотом. Флот хотел двигаться к Индонезии, чтобы там, значит, получить нефть, а Квантунская армия хотела двигаться в Советский Союз и дойти до Урала. С Гитлером уже были на это договоренности. Но пришли к императору, и Хирохито сказал: да, лучше флотский правильный маршрут, значит, двигайтесь туда. То где же императорская семья-то, спросите вы? Или вот еще, например, два факта. Принц Ясухико, принц королевской крови, ответственный, прям прямой ответственный за нанкинскую резню. Или, например, принц Такеда, о котором, Сергей, вы говорили в выпуске про 731, который сидел на кассе отряда 731, приезжал с инспекцией, и ему в анатомическом театре показывали, как людей, значит, раздували и взрывали, как воздушные шарики. Что с этими удивительными людьми? А вот что с компаниями, которые вы тоже наверняка знаете? Мицуи, Митсубиси, Сумитома, где использовался арабский труд. Неужели руководство этих компаний не привлекли к ответственности, или хотя бы сами эти компании не расчленили, подобно тому, как расчленили Ик Фарбен Индастри, немецкую компанию? Вы знаете, есть у меня ответ. Ничего с этими людьми не произошло. Начнем с императора. Сначала японские генералы на токийском процессе говорили: ну, конечно, мы же с благословения императора действовали. Мы вообще все слуги императора. Вы вообще устройство Японии-то изучали? Алло, что вы нам вопрос глупый задаете? А через 3 дня и МакАртур, тоже генерал армии американской, настаивал на том, что тоже императорскую семью надо судить. И принцев крови надо посадить на скамью подсудимых. Но потом пришли к выводу, что, дорогие друзья, значит, уже холодная война у нас начинается. Япония будет нашей опорной базой, таким нашим авианосцем против Советского Союза. Ну, мы сейчас вытащим из японцев главную скрепу, императорский дом. Осудим их, а может даже и повесим. Ну, как японцы потом будут нашими союзниками после этого? Они же нам не простят. Потом, как управлять? Нам же нужен проводник какой-то. Поэтому давайте мы как-то все-таки будем, нормальными людьми. Все-таки император-то, он штучный товар. И вы знаете, удивительная вещь. Через 4 дня допросов, через неделю допросов, японские генералы начали говорить: ну да, мы действовали, конечно, сами. Ну а как? Не, конечно, к императору мы не заходили. Он вообще о многом не знал, что творилось. Ну как, он, конечно, император, но он же не генерал. Согласитесь. А принцы эти, это такие же тоже, в общем, более-менее опереточные персонажи. Но они, конечно, приезжали на фронт, чтобы поднимать командный дух. Но нет, а Такеда, ответственный за 731, 731 это вообще Сиро Есио. А он, кстати, где? А он вообще исчез, да? Видите, 731 вообще у нас сложная ситуация. Вот, и Ясухико там за Нанкин, в общем, тоже не очень ответственный. Расстреливали же пулеметы. А он же не пулемет. Приказ он вроде даже и не отдавал. Все, вывели всех из-под следствия. Всю императорскую семью. Мицуи, Митсубиси и Сумитома. Как разделять их сейчас? Как их уничтожать, эти концерны? Нам же, американцам, вкладываться в экономику Японии. Что мы сейчас получим? Императора посадим, концерны разгромим. Это будет нищая страна без императорской власти. А император, напомню, он ведет свою родословную не просто там от отца с матерью, а вообще-то он ведет от божественных созданий. Поэтому нельзя с ним ничего делать. И нам все это потом восстанавливать, озлобленная нищая страна. Зачем нам такой союзник? Поэтому приняли решение ничего этого не делать. Вот, и в заключение про отряд 731. Его глава Сиро Есио, еще раз выпуск посмотрите, если вы не видели, один из самых злобных зверей в истории человечества. Давайте так его назовем. Он вообще исчез сначала. А потом выяснилось, что ничего он не исчез, и МакАртур, генерал МакАртур и власти США предоставили Сиро Есио и его подчиненным иммунитет, потому что те предоставили абсолютно бесценную, и это действительно так, информацию о биологических экспериментах. Все. То есть даже никто, как сейчас бы сказали, беспалево это все произошло, никто особо и не камуфлировал, и не маскировал свои действия. Было 2 казни, над которыми даже британская и американская пресса не то что потешалась, порицала их.
Один над генерал-губернатором Гонконга, другой над головой японских частей на Филиппинах. Я о нем позже расскажу. Их расстреляли, и считают, что с генерал-губернатором Гонконга сводили счеты британцы, а с главой Филиппинского фронта сводил лично МакАртур счеты, поэтому сказал: расстрелять, вас судить в Филиппинах, не доказано никаких преступлений против человечества, он отдавал приказы, все, расстрелять его, потому что он, значит, первым применил камикадзе, нанес нам огромные вообще потери, расстреляйте его. Ну и, конечно, мы не можем не добавить в этом выпуске мистики. Это же все-таки Юго-Восточная Азия. Есть история, у нас она мало известна, а в Юго-Восточной Азии прямо она суперизвестна. Сокровище Ямасио. Ямасио — тот самый боевой генерал по прозвищу Малайский тигр, который сначала захватил очень быстро Филиппины, потом его вернули руководить Квантунской армией в Маньчжурию, и потом обратно он вернулся на Филиппины. И вот эту совершенно драматичную оборону Филиппин с камикадзе долбили американский флот, а японцы держались за каждый клочок земли. Это все организовал Ямасио. И он, надо сказать, что не сдался в плен вплоть до капитуляции. Он ушел, значит, в гористую местность на Филиппинах и там досидел до сентября. После этого только сдался американским войскам. И существует легенда, что когда японцы зашли на Филиппины, они, конечно, немножечко пограбили то, что там было. Реквизировали из банков огромное количество золотых монет, золотых слитков, серебряных монет, серебряных слитков и всяких разных драгоценностей. И якобы какую-то часть забрал тот самый принц Такеда и увез ее, эту часть, в Японию. Ну, такая же история у нас есть с золотом Колчака. Сам Такеда погрузился в подводную лодку, часть золота самолетами, часть подводной лодкой, все, значит, прибыло на территорию Японии. А ту часть, которая никуда не влезала, закопали в труднодоступных местах, пещерах, в гористой местности. Такеда приказал вырыть 18, по разным оценкам, до 70 тоннелей, где все это золото и серебро было распихано. Ямасио казнили на филиппинском процессе. Опять, по слухам, МакАртур не простил ему эту жестокую для американцев оборону Филиппин. И дальше начали искать это золото, потому что, естественно, нашлись свидетели. Бывшие солдаты японские, филиппинские проводники говорят: было золотишко. Да-да-да, действительно, грузили, вы знаете, золото ящиками. Часть в Японию доставили, часть доставили еще куда-то. Золото с разной степенью успеха, в кавычках, ни с какой ни степенью успеха, безуспешно ищут до 1971 года. В 1971 году молодой слесарь Рахелио Роксас находит в пещере, значит, он дружил с каким-то бывшим японским солдатом, и в течение 7 месяцев он искал вход в замурованную пещеру. И нашел. В этой пещере останки японских солдат, ну, потому что, дайте сразу мифологию, построили 75-175 тоннелей, рабочих убили, солдатов, которые охраняли, тоже замуровали заживо, чтобы никто не знал об этих тоннелях. Такая легенда. Это всегда так. С немецким золотом, с немецкими предметами искусства тоже такие же легенды есть. А есть и не легенды. В общем, он нашел пещеру. Там мертвые японцы, катаны, ордена и золото. И вытаскивает Роксас статую Будды целиком из золота и тащит себе домой. Ну, вместо того, чтобы слесарю как-то это все пытаться сбыть, он начал, значит, друзьям рассказывать, что, вы знаете, нашел пещеру, а там добра-то. Во. И через какое-то время приходят к автослесарю сотрудники службы безопасности диктатора Филиппин Маркоса. О них мы обязательно, об этой семейке, сделаем выпуск. И говорят ему: мил человек, а как ж так вышло-то, что ты с таким счастьем и на свободе до сих пор? Отняли у него Будду, отняли у него все золото, его посадили в тюрьму, потом выпустили. Долго ли, коротко ли, диктатора Маркоса свергают. В конце 80-х годов жена его была очень известна тем, что вот женщинам отдельно будет интересно, она была помешана на шмотках. Десятки тысяч пар обуви, платьев. То есть она в Париж приходила в обувной магазин и говорила: какой у вас магазинчик хороший, знаете, очень мне нравится. Пожалуй-ка я вот туфли красивые, пожалуй, что я куплю. Что, туфли? Да нет, магазин. Зачем мне туфли покупать? Я прям покупала магазинами. Жуткая коррупция, огромные деньги. В результате чета Маркосов бежала, в результате народного восстания, бежал с Филиппин.
сбежал с деньгами, а там сотни миллионов, а то и $1 миллиард. Огромные деньги награбленные ими были. Роксос начал процесс, организовал компанию «Золотой Будда» и начал процесс против четы Маркосов, что вы у меня украли найденное мной золото, и подал в суд на Гавайях. И ему там с инфляцией, со сложными банковскими ставками суд присудил, там, по-моему, $1 миллиард, чтобы ему, значит, Маркосы заплатили. Ну, в итоге вся эта компенсация дошла до того, что присудили автослесарю 6 миллионов. Он во время процесса умер. Я, честно говоря, не копал дальше, получила семья 6 миллионов или не получила. Но дальше начинается самое интересное. А где золото-то, которое вы украли-то у слесаря-то? Вот то самое золото, которое японцы награбили. И тут выясняется, это вдова Маркоса потом говорит, что никакого золота не было. Автослесаря этого специально взяли, и это была сложная схема. Зачем она была нужна? Что якобы Маркос, когда понимал же уже, что, в общем, все закончится бунтом, а средства на Западе надо легализовывать. А откуда дровишки-то у вас такие? Вы награбили в Филиппинах? И тут он должен, значит, рассказать, что нет, это часть вот этого японского клада. И поэтому взяли этого, значит, взяли этого автослесаря, якобы он что-то нашел, и это что-то якобы у него отняли, поскольку оно уже никому не принадлежит, кроме японцев, которых расстреляли. Вот чета Маркоса себе эти деньги взяли, и вот оно оправдание многомиллионного состояния этой четы. Сантехник решил, что раз меня в такой блудняк заманили, я согласился. В пользу этой версии говорит то, что его не расстреляли после того, как отобрали золото у него. Обычно же так действуют диктаторы. Вот, он решил, что надо дожать их. Ну что, они убежали? Они сейчас обманывают мировую общественность, ну и я у них что-нибудь откушу. В итоге присудили 6 миллионов, автослесарь умер, и как бы на том истории конец. А про чету Маркосов я отдельный выпуск вам обязательно расскажу про них. Ну и напоследок две истории о солдатской доблести и о последних солдатах этой войны. Ну, я вам уже рассказал, что последние немцы сдались в сентябре 45-го на Шпицбергене. А вот последние японские солдаты сдались в 70-х годах. Две истории. Первая история Теруо Накамуры. Японский солдат, который в 43-м году призвался в армию, его десантировали в Индонезию на остров Маратай. Там он до 1944 года находился, там высадились потом американцы, связь с Японией была прервана, и он с небольшим отрядом до 1956 года жил в джунглях и не сдавался. Он не верил, что Япония капитулировала. И, соответственно, бойцы его отряда умирали от болезни, от лихорадки. Сам он болел 2 раза лихорадкой. Через 18 лет его хижину заметили пилоты, которые пролетали над лесом. Десантировали людей. Накамура отказывался выходить, угрожал людям винтовкой. Выманить его удалось только флагом имперской Японии и гимном. И он сдался индонезийским солдатам. Он вообще совершенно отказывался верить, что война закончилась 29 лет назад, а Индонезия получила независимость. Вы что, гоните? Его репатриировали на территорию Японии, оттуда он уехал на свой родной Тайвань, и умер он в 15 июня 1979 года. В январе 1972 года на острове Гуам, который находился под контролем США, был случайно найден уцелевший капрал японской армии Сёити Йокои. Тоже отказывался он верить, что вообще Япония капитулировала. И дальше самая удивительная история человека, которого звали Анодо Хиро. Он в 1944 году был отправлен в составе 14-й армии японской на Филиппины в качестве командира спецотряда по проведению диверсионных операций в тылу противника. В январе 1945-го он получил звание младшего лейтенанта и отправлен был на филиппинский остров Лубанг. Значит, перед отправкой он от своего начальника, генерал-лейтенанта Мута, получил следующий приказ. Значит, мы тебя десантируем в составе малой группы, держись 3-5 лет, мы обязательно придем на помощь. Значит, самоубийство я тебе категорически запрещаю. Если ты сделаешь себе харакири, значит, ты нарушишь приказ и, в общем, подвергнешь себя бесчестию. И Анодо с малой группой начал скрываться в джунглях. Периодически он вступал в стычки с филиппинскими войсками, отстреливал филиппинских офицеров на радиостанциях, крал еду у крестьян
Его коллеги, его подчиненные за эти 30 лет пребывания в джунглях с 45 по 76 год один за другим погибали. Он 3 раза болел малярией. Любого полицейского, который заходил в джунгли и приближался к его замаскированному жилищу, он отстреливал. Каждые 5 дней он переходил с товарищами на новую стоянку. За 4 месяца он весь гористый центр острова обходил, меняя маршрут, чтобы запутать преследователей. Разведчики питались бананами, благо их в изобилии там растет, и кокосами, тоже благо их в изобилии там растет. Ну, рис, соль и спички воровали у крестьян. Официальные данные. За 30 лет Онода совершил более 100 нападений на радарную базу филиппинских ВВС, построенную в 1959 году в горах. В ходе этих операций его группы было убито 30 и тяжело ранено более 100 военных и гражданских лиц. Вы меня спросите, ну, а он как, что, не понимал? Ну, он же воровал у филиппинских крестьян. Заходили его люди на военную, на радиостанцию. Газеты же, что, он не видел? Видел. И в газетах было написано, что Япония капитулировала. Вот токийский процесс, вот судят генералов. Знаете, как он это себе объяснял? Это американская пропаганда. Потому что нам в разведшколе объясняли, что эти американцы, они даже газеты специально печатают для того, чтобы сбрасывать над территориями, удаленных от центра японских частей, и в этих газетах всякую чепуху пишут. Поэтому газетам мы не верим. Впоследствии, когда Онода встречался с журналистами, он сказал следующее. «Я знал о женитьбе принца Акихито в 1959 году, о проведении летних Олимпийских игр в Токио в 1964 году, о японском экономическом чуде, но я отказывался в это верить так же, как и в поражение своей страны во Второй мировой войне». Значит, Корейская война началась в 1950 году. Он тоже о ней читал в газетах и сказал следующее. Это, сам себе сказал, что это контрнаступление японцев из Маньчжурии на позиции США на юге Кореи. Вьетнамская война началась в 1959 году. Он считал, что это успешная кампания императорской армии Японии против американцев. То есть вы представляете, как человек себе все мог объяснить. Последние 2 года он остался один, без товарищей, и 20 февраля 1974 года молодой японский студент, путешественник по фамилии Судзуки нашел Оноду в джунглях Лубанга. Почему он вообще его искал? Потому что кто-то все время нападал на филиппинских солдат, и он начал заниматься этим вопросом и понял, что действительно была десантирована группа, и часть этой группы, вероятно, осталось живых. И, в общем, пришел этот студент, Онода его увидел, хотел пристрелить, но Судзука даже не бежал. И они начали говорить на японском. Судзука сказал: давай возвращайся на родину. На что Онода сказал: я на родину отправиться не могу, мое место службы здесь, я присягу давал родину защищать. Судзуки вернулся в Японию, сделал фотографии, и в Японии сенсация. Последний солдат войны не хочет возвращаться с фронта. Нашли Танигути, бывшего майора императорской армии. Он был непосредственным командиром Оноды. Работал он к тому моменту в книжном магазине, и 9 марта 1974 года его привезли на Лубанг, одели в военную форму императорской армии. Он подошел к Оноде и сказал: солдат, вы выполнили приказ, война закончена. И только после этого Онода сдался. Причем не просто он ему, сказал, там все закончено, он ему прочитал приказ. По высочайшему повелению все военные подразделения освобождаются от выполнения боевых действий. Согласно приказу номер 2003 о боевых операциях особая группа Генерального штаба 14-й армии освобождается от выполнения всех операций. Все подразделения и лица, которые подчиняются особой группе Генерального штаба 14-й армии, должны немедленно прекратить бои и перейти под командование ближайших высших офицеров. Если это невозможно, связаться с армией США или армией союзников и следовать инструкциями. Все, Онода сдался. Онода сдался, приехал в Японию, его император Хирохито пригласил во дворец. И Онода сказал, что я недостоин этой чести, потому что никаких подвигов я не совершал, и вообще я недостоин предстать пред светлые очи императора. В Японии средства массовой информации разделились на 2 лагеря. Одни насмехались, какой-то сумасшедший в джунглях сидел, а другие, в основном националистические круги, считали, что это совершенно просто не человек, а памятник японскому военному духу. И в частности, отвечая на вопрос: а что ты там 30 лет думал-то в этих джунглях, когда сидел, о чем ты думал? Он коротко отвечал: я думал только о своем долге. И до сих пор Онода считается
великой такой японской доблестью. Ну, действительно, человек 30 лет исполнял приказ. Это, конечно, совершенно удивительная вещь. Ну и о результатах Маньчжурской операции в финале. Советский Союз потерял 12 тысяч убитыми, 24 425 санитарных потерь понес Советский Союз. Япония потеряла от 22 до 84 тысяч убитых. Порядка 650-700 тысяч солдат и офицеров сдались. Они были заключены в советские лагеря, принимали участие в строительстве железных дорог, строительных объектов. Понятно, что достаточно много японцев в этих лагерях умирало. И к 1954-1956 году все японские заключенные, кто остался в живых, покинули советские лагеря. Был еще советский процесс на Дальнем Востоке, посвященный военным преступникам. Я о нем рассказывал в выпуске про 731-й отряд. Но уголовный процесс над военными преступниками, повторюсь, не тема этого выпуска, тема выпуска капитуляции Японии. Вот такой была финальная точка Второй мировой войны. Дорогие друзья, это был удивительно интересный для меня и для всех моих редакторов цикл. Спасибо, что вы его очень хорошо смотрели, писали комментарии. Спасибо вам за добрые слова, за высокие оценки нашей работы. Мы, правда, очень старались. Это было делать тяжело, трудно. Мы пытались подойти скрупулезно, и, как мне кажется, у нас получилось неплохо. Большое спасибо за то, что смотрите уроки истории. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч.